Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как украсить фоторамку. Мы с вами делали плечики для свадебного платья, и в таком же стиле я сегодня буду украшать фоторамку. Вот у меня есть поменьше, она со стеклом и с ножкой. И есть побольше, без стекла и без ножки. Именно эту я сегодня буду украшать. Мои подписчики уже знают весь перечень материалов, с которыми я работаю для свадебного заказа. Поэтому все буду показывать по ходу работы. Я разобрала рамку. Беру грунт. Вот у меня налит он в пиалочку. Кисточку и грунтую всю вешалку. Также грунтую бока и сзади. Все места, которые я собираюсь закрашивать. Все грунтую и отправляю сушиться. Грунт высох. Беру моделирующую пасту, спонжик и наношу такой достаточно толстый слой. Немного можно боковинки замазать. И этим же спонжиком я сейчас делаю узоры. Обработаю всю рамку и отправляю сушиться. Когда все подсохло, покрываем рамку одним слоем акриловой краски. Красить я буду кисточкой. Покрашу сначала внешнюю сторону и боковинки, дам подсохнуть и затем покрашу изнанку. Много краски не накладываю, но кисточкой вот все места, чтобы краска везде зашла. И отправляю сушиться. Ну вот, наступил следующий день. Моя рамка уже подсохла. И я подготовила лепнину. Уже всем знакомый молд. Ссылочки на все молды есть на моем канале. И я расположу лепнину, как бы мне хотелось и как я считаю, что будет красиво. Здесь будут кружева. И здесь будет композиция из цветов. Подклеивать лепнину я буду универсальным клеем и приступлю к этому делу. Одну лепнину я уже приклеила и беру вторую и наношу клей. Клей стараюсь наносить на все вот эти мелкие тонкие детали, чтобы лепнина у нас держалась очень хорошо и вплотную. Всегда рядом иметь салфетку, прижимать не руками, а именно салфеткой. Вот вы видите, наношу на все мелкие детали, чтобы все хорошо держалось. Проверяю еще раз. И ровненько укладываю. И, как я уже говорила, прижимаю салфеткой и даю закрепиться. Моя лепнина подклеена. Беру перламутровую краску, губку и подкрашиваю. Не стараюсь все закрасить. Главное придать немного блеска и цвета. И так подкрашу всю рамку. Рамка покрашена, отправляю на полное высыхание. Тем временем помою инструменты. Очень важно мыть инструменты сразу, иначе потом вам останется их просто выкинуть. Когда рамка подсохла, беру немного краски, чтобы оттенить. Можно брать любой цвет. Наношу на губку и лишнее убираю. И затем подкрашиваю и лепнину, и рамку. Если хотите больше цвета, надо добавить больше краски. И вот что получается.
и подкрашиваю всю рамку. Чтобы больше выделить лепнину, я кисточкой подкрашиваю вокруг. И отправляю до полного высыхания. Чтобы закрепить наш результат, покрываем рамку лаком. У меня это спрей-лак матовый. Я уже не раз его показывала в своих видео, и буду я это делать на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Моя рамка подсохла, и вы видите, у меня такой творческий беспорядок на столе. Рамку я буду украшать цветами. Вот я уже начала собирать листики. Все ссылочки, как мы делаем розы и листики, конечно же, я оставлю. И на рамке у меня будет 3 розочки. Можно добавлять отдельные, я вырезала из кружева отдельные детали, чтобы это красиво смотрелось. Добавлять листики. И, конечно, кружева. Я уже собрала немного композицию и подклею также кружева. Беру универсальный клей и наношу клей только на сам узор. Можно это приклеить горячим клеем, но я предпочитаю универсальным. Все подклеиваем и аккуратно все прижимаем салфеткой. И украшаем, подклеиваем кружева в любых местах, где вы хотите. Это по желанию. Я решила, что 3 цветочка мне будет мало, поэтому сделала еще 2 розочки. И чтобы работа была более объемная, добавим флажки. Берем узкую ленту, складываем вот таким образом. Можно брать одного цвета, можно разного. И на разной высоте подклеим. Добавляем кружева и цветок, и вы видите, насколько сразу все объемнее. И таким образом все подклеиваем. Один цветок у меня приклеен. И вот если вам кажется, что какой-то лепесток торчит не в ту сторону, подогреваем и разворачиваем его в ту сторону, в которую нам надо. Я сделала еще флажки. Расположу их в углу, чтобы заполнить. И если нам кажется, что чего-то не хватает, берем кружева. И вот посмотрите, уже совсем другой вид. Кружева, конечно, придают особое
особый вид изделию. Наносим клей, кружева. Все, что у нас должно держаться, все подклеиваем. Флажки. Иногда бывает у меня много-много раз я примеряю, прежде чем приклеить. Если мне нравится расположение, я придерживаю пальчиком, не убираю, чтобы закрепить. Затем можно будет подклеить все остальное. И располагаем цветок. Лишнюю проволоку обрезаем. Также располагаю. Если мне нравится, как он лежит, я его не убираю. Придерживаю и наношу клей. И даю закрепиться. Ну вот у меня еще одна розочка готова. Укладываю флажки. Прежде чем приклеить, я всегда несколько раз примеряю. Иногда больше времени уходит на то, чтобы примерить, чем все это склеить. Здесь у меня будет еще одна розочка. Конечно, зелень. И вот что примерно получится. Добавлю еще листиков. Моя рамка готова, и вы видите готовый результат. По-моему, получилось очень стильно и красиво. Конечно же, я придерживаюсь одного стиля и одной цветовой гаммы. Надеюсь, вам мой урок сегодня понравился и был полезен. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До следующих встреч. Пока-пока.